Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Оксана Митрофанова, и я художник-акварелист. В сегодняшнем видео мне хотелось бы показать не мастер-класс по рисованию акварелью, не разбор какой-то определенной техники, а пример быстрого рисования. Как за 15 минут мы можем создать настроение, передать цвет, передать форму. Иногда такая небольшая, но регулярная работа, я даже сказала не иногда, а чаще всего, она приводит в дальнейшем к очень большим результатам, если работать осмысленно и с душой. И это сегодняшнее видео пример того, как художник приходит в ботанический сад. У него есть 10-15 минут ограниченный набор красок и всего лишь акварельная бумага. Он садится и передает красоту одного цветка в ограниченное количество времени. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Это можно делать как и для начинающего совершенно уровня художников, так и для продолжающего. Для всех нас такой быстрый вид рисунка максимально полезный. Итак, приступим. Я намечаю общую форму будущего тюльпана. Она похожа на такую мягкую каплю или грушу. Не очень большая, то есть где-то с мою ладонь и половина пальцев. Если вы начинающий, если вы новичок, берите размер небольшой, примерно А5. И дальше я делю свой тюльпан на лепестки примерно. Конечно, в своих мастер-классах я очень детально и подробно объясняю и построение, и использование цвета. Но здесь у нас с вами другая задача. Нам надо наметить общую форму, ее даже можно рисовать силуэтом. И дальше заполнить эту форму цветом. Вот такой интересный у нас, тут даже может быть пониже этот лепесток. Я всегда, когда быстро рисую, помогаю себе карандашом. Там, где будут теневые части, например, вот это, да, очень глубокая, я могу усиливать нажим на карандаш. А там, где форма идет вскользь, нажим очень легкий, как здесь. Раз, и я и оторвала карандаш от листа. Убираю лишнее. Это тоже. Где-то немного сочиняю, конечно, не обязательно тут делать портретное сходство. У нас есть общая форма, она вытянута вертикально, и у нас есть цвет. С цветом будет очень приятно сегодня работать. У кого есть кармин, он подойдет здесь идеально. Я буду использовать два цвета, розовый и красный. Розовый у меня, вот он, попался под руку. Это хинокридон от Ван Гога, и красный у меня их же Madder Lake Deep, красный темный. Смачиваю один лепесток. Если у вас бумага не очень плотная, примерно 200 граммов, то, возможно, она пойдет от такой работы волной. Ничего страшного, потом ее можно положить под пресс, и все выровняется.
Итак, я смочила лепесток, работаю в своей обычной манере по-мокрому. И я всегда стараюсь за один подход, сейчас разведу краску, за один подход сделать сразу светотень. И это отлично нам подойдет для как раз быстрой работы. Краску я в первую очередь добавляю в нижнюю часть, в центральную прожилку, то есть выбираю, где у меня темнее, оттуда и начинаю работу. Цвет потрясающе насыщенный, восхитительный. И дальше мягко сейчас буду растушевывать краску. Мне важно сохранить вот этот край светлым. Если вы совсем новичок, то ваша задача может быть просто закрасить лепесток цветом по воде. Это уже невероятно приятный медитативный процесс. Поможет вам расслабиться и получить удовольствие. Просто водичкой намочили и пустили краску. Я потихоньку подгоняю краску к краям. Я использовала мягкую кисть для того, чтобы растушевать цвет. Это можно делать и любой мягкой кисточкой. Синтетикой не очень удобно, потому что она снимает краску. А тут задача не в снятии, а, скажем, растушевывании. И смотрите, я продолжаю наполнять лепесток аккуратненько цветом, пока бумага влажная. Как только бумага начнет схватываться, вы можете на этом моменте остановиться. Дальше я возьму и сделаю цвет тени. У меня розовый, красный и капля синего ультрамарина. Будет такой не очень звонкий, но при этом все равно фиолетовый цвет, такой немножко в бордо. Я добавляю в нижнюю часть. Конечно, чем больше синего, тем цвет насыщеннее, темнее. Немного в центральную прожилку, немного в поворот формы. Здесь падающая тень. Я делаю такие движения штриха, которые мне и краску растушевывают, и создают эффект рельефа на лепестке. Промываю кисть и опять беру мягкую кисточку. У вас может быть пони, белочка, искусственная какая-то белка, пожалуйста. Это можно и той же кисточкой делать, но я уже привыкла себе немножко помогать. А здесь вот эти все пушистости сглаживаю обычной кисточкой, синтетикой. У меня бумага высохла, немного пока по сухому, с небольшим, ну даже не то, что с небольшим, вообще без воды. Еще добавляю тона, то есть темноты я добавляю вниз. Сейчас можно просто порастягивать краску. Главное делать это не влажной кисточкой, иначе можно протереть ее, протереть бумагу.
Теперь правую сторону тоже смачиваем. Можно отступить миллиметр от левого лепестка, чтобы они у нас не слились между собой. Розовый и красный, и здесь можно просто закрасить весь правый лепесток, оставив краешек посветлее. К нему мы сейчас тоже доберемся. Это к разговору о том, что я говорила, что если вы начинающий, вы можете просто закрасить. Посмотрите, если просто закрашивать вот так вот, возможно, получается хулиганство. Так, что мы с этим сделаем? Попробую потом оттереть это. Немного увеличу форму вниз. А вот эту часть я подправлю. Это, знаете, когда мне говорят насчет все пропало, что-то там не получилось. Ну, вы знаете, мы художники, у нас должна быть фантазия, как исправить то, что кажется неисправимым. Это в жизни тоже очень помогает, не только в творчестве. Оттягиваю краску к краю. Сейчас не обращаю внимания, что у меня здесь такой мохнатенький край. Мне нужен цвет тени, розовый, красный и синий. И активно его сюда добавляю. Еще раз скажу, что это не полноценный урок, как мои обычно, они намного длиннее у меня. Последний урок с гортензией вообще трехчасовой. Ну, в целом, в среднем от 1,5 до 2 часов у меня уроки, которые мастер-классы. И там, конечно, я очень все рассказываю. А здесь у нас с вами скетч. Быстрый рисунок. Продолжаю растягивать краску, пока это возможно. Так, он у меня высох. Теперь я беру просто смесь из розового и красного и мягко с водой, обязательно с водой, закрашиваю вверх. Целиком все вместе. Промыла кисть и снимаю сухой чистой кисточкой эту верхушечку, которая светится у нас. Пока это сохнет, можно сделать стебелек. Смачиваю его водой, хорошо смачиваю. Беру зеленый. У меня зеленый — это смесь желтого и индиго. По воде пускаю зеленый вниз. Промываю кисть, мягко растушевываю. Серединку можно блечком немножко снять, как сразу сделать цилиндрическую форму. И беру цвет тени и ее немного в верхнюю часть стебелька, чтобы показать, что у нас все-таки там очень теневая такая часть. Плюс идет рефлекс. Стебелек отражает цвет тюльпанчика. Я теперь опять беру цвет тени
наверное, надо кисточку потоньше мне взять. И закрашиваю вот эту темную внутренность у тюльпана. Пока тут влажно, немножко ее сюда тоже тенью. Промыла кисть, беру тонкую кисточку и насыщенный розовый цвет, можно с каплей цвета тени. Цвет должен быть не жидкий, не густой. И ловлю края, которые где-то, может быть, неровные, где-то бумага не так себя повела и краска соскочила, да? Центральную прожилку сверху, здесь с цветом тени. То есть сейчас я цвет в цвет практически наштриховываю фактуру лепестка. Такой графический эффект, но при этом он добавляет аккуратности и завершенности. Но делаю я это не везде. Где-то тут тенюшки под рельефным краешком. Цвет очень прозрачный, ни в коем случае не черный. И вы знаете, вот с такой историей, если вдруг вы перетемнили, то всегда поверх можно размыть. Плюс вот эту работу вы можете делать цветными карандашами. Скетч, он вообще часто подразумевает какие-то контурные истории, или с лайнером, или акварелью, или цветными карандашами. Немного здесь тоже прохожу. Тут, наверное, лучше чисто розовым, а не цветом тени, таким легеньким. И как будто мы подбираем цветные карандаши в цвет с минимальным количеством воды, мы наштриховываем. Чем нам это хорошо? Во-первых, мы отработали цвет. Во-вторых, мы отработали форму. В-третьих, мы вот такой вот легкой штриховочкой отрабатываем графику, да, то есть у нас такая уже живописное пятно, которое мы сделали до этого, оно превращается в довольно интересную графическую работу. Здесь наверху, да, вот это у нас в тени, просто красным, и центральную прожилку тоже с небольшим количеством светленького рельефа. То есть вот вроде бы, казалось, было пятно-пятно, но добавив немного какой-то изюминки, проработки прожилочек, проработки деталей, теней. Очень важны тени, очень важно соприкосновение теней. Вот в этом месте ни в коем случае не должно быть ничего белого. Самая темная часть у цветка. Проследите, чтобы здесь все было темно. Да, у нас будут уроки и по где мы будем с академическими тонкостями работать. Например, да, у нас тень, полутень, да, свет, блики и рефлексы. Мы карандашиком еще это все вспомним, отработаем в отдельных. То есть какие-то будут уроки на акварель, какие-то на аккуратность, какие-то на блики.
Я думаю, что в новом месяце клуба у нас будет столько всего возможностей отработать, разных техник. Тут прикрываю, чтобы не светилось, да, о чем я вам говорила. И сразу цельность появилась, да, потому что не может здесь светиться. На этом я останавливаюсь. Сейчас я поменяю воду и уберу вот этот вот кусочек. Ну, заодно с вами попробуем, как это делается. Я не стесняюсь никогда, если что-то идет не так. Наоборот, интереснее разобрать ошибки. Смотрите, я смачиваю супер чистой кисточкой. Она была чистая, вода чистая. Чуть-чуть смочила и стараюсь снять. Промыла кисть и попробуем потереть. Тут в зависимости от бумаги и от пигмента, то есть от красящего вещества, будет эффект. Иногда можно снять под ноль все, совершенно в чистый лист. Иногда невозможно вообще, краска въедается так, что сделать ничего невозможно. И в таком случае, да, тоже не надо, а возможно всегда что-то придумать, что-то исправить. Например, здесь какой-то листик нарисовать зеленый, вот так он торчит, да, если, например, не нравится. Если это вопрос с фоном, сделать какой-то серо-голубой дымчатый фон. Всегда красиво это выглядит, поэтому экспериментируйте, и вот такие блокноты, скетчбуки, они как раз нужны для того, чтобы не бояться, пробовать и тренироваться. Не надо относиться к своему творчеству как к последнему шедевру на земле. С каждым разом ваша картина будет становиться лучше и лучше и лучше, если вы будете себе позволять не бояться это делать. Так что я надеюсь, что вам понравилось это видео или мини-урок, не знаю, как к этому можно относиться. Присоединяйтесь к клубу в сентябре, нас ждет очень много интересных быстрых зарисовок с моим участием и с моими пояснениями, дополнениями. Буду рада всех видеть. Это первый у нас такой пробный опыт ежедневного рисования, и я очень надеюсь, что он вам понравится, потому что я уверена, что он будет невероятно полезный.